Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на март 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот яркий, мощный и тем не менее амбициозный месяц для вас. Да, у нас с вами период ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта. 3 марта у нас завершается коридор затмением полнолунием в Деве. У нас с вами разворот Юпитера 11 марта. 19 марта у нас новолуние в Рыбах. И 20 марта завершается ретроградный Меркурий. И начинается астрономический Новый год, то есть весеннее равноденствие. Вот такой месяц, месяц мощный, яркий, активный, энергетический, но как вы проживете, будет зависеть от вас. Дорогие овны, вы можете смотреть этот гороскоп как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то овны первой декады, все те, кто родился в марте, овны второй декады, если вы родились с 1 по 10 апреля, и овны третьей декады, если вы родились с 11 апреля и до знака зодиака Телец. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Овен на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, первая декада, если с 11 по 20, это вторая декада, если с 21 по 30, тогда вы третья декада Овна по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. Период ретроградного Меркурия с 26 февраля по 20 марта. Ретроградный Меркурий у нас будет в знаке Рыбы. Все это время он не будет забегать ни в какие другие знаки. И да, могу сказать лишь, что будет влиять на Овнов конец периода ретроградного Меркурия. То есть его финал, а это ближе к 20 марту. То есть уже все вытекающие будут к этому периоду. Вначале будет казаться, что все легко, просто, ярко и понятно, но к концу этого периода вы подумайте, что как-то неправильно вы сложили коммуникацию в течение этого почти месяца, да, чуть больше, чем 3 недели у ретроградного Меркурия в этот раз, что все плоды своих коммуникаций вы увидите только к концу марта. Поэтому здесь для того, чтобы не натворить дел, правильно понимайте на результаты своих сказанных слов и действия. Все ли правильно ли вы делаете? Потому что март у нас такой месяц, который приносит некий флер, в котором хочется, чтобы вот наши мечты сбывались, наши желания, наши хочу. Но опять же, не забываем, у нас в этом марте и сейчас в феврале Нептун в соединении с Сатурном. И вот наши хочу, наши желания – это прекрасно. Но как было последние 14 лет, что мы могли нарисовать карту желаний, себе как-то притянуть, пожелать, вот эта история не будет уже так работать. На ближайшие 14 лет Нептун у нас находится в знаке Овна. А Овен – это знак зодиака, который делает. Поэтому, дорогие мои, смотрите, особенно вот эта история мартовских овнов, когда вот хочет, я не говорю о том, что мечтать нельзя, услышьте здесь разницу, да, здесь нужно свои мечты и желания подкреплять действиями. То есть если вы что-то хотите, начинайте это делать. Понимаете, я о чем говорю? Вот просто так волшебник в голубом вертолете не принесет. Понимаете, о чем я говорю? Вот. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее начнут сбываться ваши желания. Вот такой в этом году март. И на ближайшие десятилетия не только март такой, если вот уж мы говорим о птичках. Да, период ретроградного Меркурия в этот раз будет вводить такую нотку иллюзорности, и нам будет казаться, что вот как-то вот оно все романтично, красиво и беззаботно. Но во второй половине марта мы увидим всю трезвость, зрелость и взрослость ситуации. Поэтому здесь будьте аккуратны. Реально перепроверяйте, правильно ли вас поняли, туда ли вы идете, правильно ли вы озвучили для того, чтобы другие люди как-то вот увидели вас. Потому что в прямом смысле на овнов не будет влиять ретроградный Меркурий. Он будет влиять на других людей, их очень много. Поэтому проблема может возникнуть с тем, что вы вроде как говорили, но вас, по идее, поняли по-другому. Поэтому перепроверяйте, переспрашивайте, вы не будете смотреться глупо. Это нормально. Идем дальше. 3 марта у нас
период завершения коридора затмений. 3 марта у нас Марс, ваш управитель, переходит в знак Рыбы, и вот здесь становится сложным этот месяц, потому что это не самая приятная позиция для вашего управителя, дорогие овны. Это когда хочется лениться, это когда хочется романтики, это когда хочется как-то уйти от ответственности, от обязанностей. Понимаете, да? Вроде как месяц больших горизонтов, но опять же, для того, чтобы эти горизонты расширить, нужно делать. В начале видео это сказала, повторяться не буду. И здесь, конечно же, на момент окончания ретроградного, не ретроградного, коридора затмений у нас Марс будет в квадратуре с Ураном. А это история того, что мы хотим уйти от ответственности, ничего решать. Захочется выйти из отношений, и это будет касаться всех овнов, да, и первой, и второй, и третьей декады. Захочется поругаться для того, чтобы ничего не решать и не сказать, что где-то мы сами допустили ошибку. Захочется выйти из отношений, прийти к разводу, потому что вроде как недополучены те эмоции, которые хочется. Захочется уйти с той работы, которая больше не оправдывает там наших надежд, у нас были какие-то иллюзии по поводу там чего-то, но вот они у нас не пришли, и захочется вот здесь резко освободиться. Поэтому ближайшая неделя, вот с того момента, как вы увидите это видео, и первая неделя марта, вот она будет вот такой у овнов. Захочется все бросить, отказаться от своих целей, от своих планов, от своих мечтаний, желаний, потребностей, от всего. Здесь просто поймите, ради чего вы все это делали. Ради чего были последние года, десятилетия вашей жизни, потому что у нас сейчас завершается как раз-таки в марте вот этот цикл. У нас еще Новый год не начался, по календарю начался, в Китае тоже начался и на азиатском побережье, можно сказать, да, восточно-азиатской части нашей планеты. Но вот у людей приземленных западных еще не начался. Вот он начнется 20 марта. А сейчас мы просто добиваем все те вопросы, с которыми мы последние десятилетия по факту работали, жили. У кого-то это последние несколько лет максимально активной, амбициозной работы, ради чего мы плавали, да, все. Поэтому здесь это я говорю про ровно в первой, второй и третьей декаде. И здесь вот такой итог, здесь вот такой финал. Если вы смотрели мое трехмесячное видео гороскоп, видео так и называется, серия видео так и называется, финал. Потому что мы реально подводим свой итог. Готовы ли мы на старых действиях идти в свою новую жизнь? Вообще, хотим ли мы идти в свою новую жизнь или мы не хотим? Хотим ли мы вообще чего от этой жизни? Мы как вообще хотим жить? Мы устали, насколько мы устали? Если мы устали, дайте себе время отдохнуть. Вот прям выспитесь и посмотрите, чего будете делать дальше. У кого-то будет желание бросить бизнес, бросить работу, выйти из отношений. Просто понимайте, что в любом месте, если вы находитесь какой-то определенный период времени, если это больше 5, 7, 10 точно лет, то вам просто нужно расти. У вас, выходя из отношений, захочется найти, чтобы было легко, классно, ярко, радостно, комфортно. В начале это отношений также будет, но если вы поднимаетесь в отношениях, опять же, 5, 7, 10 лет, снимаются все иллюзии. И опять все те же транзиты приходят. Понимаете, я о чем говорю? И приходит новый уровень. Если вы работаете на какой-то работе и должности 5, 7, 10 лет, и если вы не берете планку выше, то у вас как раз сейчас вот этот период тряски. Вам нужно расти. Но вы думаете, а что так сложно? Может, мне от всего отказаться? Понятное дело, нам со всех утюгов говорят, что нужно вот так в легкости, в инфантильности, вот это вот все должно быть легко и просто. Но правила заработка денег, правила стабильности, ответственности, ярких целей, больших желаний и амбициозности, они с испокон веков не поменялись. Не поменялись, не зарабатываются большие деньги в легкости. Что угодно делаете, что угодно говорите. Это доносится очень красиво, потому что это красиво продается в классных курсах, которые можно считать бестселлерами. Да? Кто заработал после этого? Ну ладно, правда, 1-2%. Да? Но все остальное это результат труда. И Сатурн, который ближайшие 2 года будет идти по знаку Овна, будет, а это соединение, самый сильный аспект, который будет Овном доказывать, что бери больше ответственности в отношениях, в работе, в должности, в бизнесе, поднимайся выше, не бойся, и тогда будет больше. Понимаете, для чего нужен вот этот вот март? Заканчивается у нас коридор затмений, и здесь, конечно же, желание того, что хочется все бросить, оно великое и сильное, но постарайтесь просто понять, ради чего вообще все это было. Вы либо меняете ход пьесы на ходу, либо растете вверх. Да, это необычный гороскоп. Вот
Вот так я интерпретирую этот месяц. И с 1 по 11 марта у нас такой большой мощный период на самом-то деле. У нас еще и Венера подтягивается к знаку Овна в соединении с Нептуном и Сатурном. И это история увеличения финансов, когда нужно хотеть много, нужно стремиться делать много, нужно планировать свой план. Это я сейчас всем говорю Овнам, понимаете, о чем я говорю, да? Конечно же, очень сильно эту историю будут чувствовать Овны первой декады, потому что у них и Венера, и Нептун, и Сатурн в первой декаде работают, да. Вообще все Овны будут чувствовать резкое движение в рост, в карьеру, в амбициозность, в яркость, но кто-то захочет все бросить на полпути. Не бросайте, мои дорогие, ну не надо так. Посмотрите на свои уже вложенные труды. Овны второй декады, у вас, конечно же, здесь период по большей части будет связан с 1 по 11 марта. Это разворот ретроградного Меркурия. Он случится у нас 11 марта, да, но до этого периода он будет идти максимально медленно и делает квадратуру к Овнам второй декады. Это максимально жизнь вас в такие условия вводит, заставляет чувствовать себя некомфортно, чтобы вы вырабатывали претензии, чтобы вы были недовольны. Для чего? Да не для того, чтобы всех других говорить, какие они плохие. Нет, для того, чтобы себе понимать, что вы недовольны тем, что и сейчас и вам просто нужно больше. А ключик к этому больше– ваш масштаб, улучшение качества вашей жизни, ваш комфорт. И только тогда вы будете довольны, понимаете? И начав это делать сейчас в марте, максимальный пик вашей довольности будет, когда Юпитер будет в знаке Льва во второй декаде, а это уже к осени 2026 года, вот согласитесь, не такой уж и большой путь, да? Не такой уж и большой путь. Но в марте вы будете максимально недовольны, если вы на этом недовольстве будете двигаться вперед, а уже осенью, то есть это сентябрь, октябрь, понимаете, о чем я говорю? Это уже результат таких глобальных ваших трудов, то есть уже реально те самые большие мощные деньги, реально тот самый масштаб, та самая недвижимость, и даже август. Здесь тот самый уровень жизни, к которому вы так долго шли. Но да, нужно себе честно сказать, почему вы недовольны в этом марте. То есть и с 1 по 11 марта у Овнов второй декады вот такая история. Она продолжится дальше, развернется Юпитер, и вы просто пойдете уже с 12 марта по конец марта вот так ярко, четко понимая, что да, сейчас я где-то недоволен, но это всего лишь путь, и он будет у меня гораздо лучше. То есть это сделать свою личную работу над ошибками, стать лучше, стать ярче, интереснее. Овны третьей декады у вас, дорогие, смотрите, а, на вас начнет работать этот же самый Юпитер, который развернется лишь с мая. Сейчас у вас такой большой, мощный, я бы так сказала, немножечко, можно сказать, отдых, такое небольшое затишье. Опять же, первая половина марта до 11 его числа. Эта история все-таки по большей части где-то даже не сколько расслабление, сколько пересмотр своих действий, потому что Марс, ваш управитель, будет в соединении с северным кармическим узлом и в соединении с ретроградным Меркурием. Поэтому здесь, дорогие Овны третьей декады, у вас такой большой, мощный план, а куда же вы хотите идти, переоценка своих ценностей, целей, пересмотр. Возможно, вы где-то устали, запутались, пошли никуда. Возможно, стоит немножко поменять цель. Возможно, где-то стоит свой характер усилить, ослабить давление, принять, наоборот, четкость и контроль, включить где-то вдохновение, потому что Марс будет в рыбах находиться. А это где-то включить мудрость, включить интуицию, да, действовать по ситуации. Вот такой будет вот первая половина марта, и я не могу сказать, что к концу марта эта ситуация как-то поменяется. Здесь в начале, конечно, первая половина марта это четко определится. До 12 марта у Овнов третьей декады это такое желание двигаться. Как вы хотите? Какие цели, планы движения, масштаб в своей жизни? Кем вы хотите стать, когда вырастете? Уже пора в очередной раз взрослеть. Понимаете, о чем я говорю? Ну и да, у нас период ретроградного Юпитера заканчивается 11 марта. Он у нас разворачивается и очень активно, между прочим, начинает двигаться вперед. На кого будет влиять? Будет влиять на Овнов
по большей части всех, потому что он будет проходить еще и аспект с Марсом, гармоничный аспект с Марсом, который будет вас двигать в этом марте вперед. И начинает он как раз-таки складываться вот с 11 марта. Марс в трине с Юпитером, но уже не ретроградным. И здесь все, дорогие овны, это, конечно же, захочется какие-то такие легкие, быстрые, импульсивные покупки, потому что если в голове есть такая история, что если меня окружают какие-то дорогие вещи, то я создаю какой-то такой красивый статус, а здесь нужно масштабировать свою деятельность, здесь нужно масштаб своей личности расширять, другие действия. Не пыль в глаза, а реально решили обзавестись семьей — хороший период, дорогие овны. Решили расширить свою семью, ребеночка еще завести — тоже хорошая история. Решили пойти в новую историю, недвижимость, фундамент для своей семьи — потрясающая история, новая работа с масштабом, с активностью, с амбициозностью. Эта история начинается у всех овнов с 11 марта. Но у каждого, конечно же, есть свои нюансы, понимаете, дорогие овны всех декад. И да, если мы говорим про движение дальше, у нас никуда не отменяется Марс с Юпитером, потрясающий гармоничный аспект. Эта история у нас продлится по конец марта, поэтому здесь с 11 марта ускоряйтесь, двигайтесь вперед, расширяйте свою личность. Все, что связано с Юпитером, расширение семьи, потому что он идет у нас в раке, я уже сказала. Все, что связано с семьей и для семьи, это социальное масштабирование, социальная реализация, новая должность, карьера, комфорт жизни, расширение своих горизонтов, поездки, командировки, переезды, иммиграции в том числе. Эта вся история тоже доступна у овнов. Вы понимаете, дорогие овны, 26 января 2026 года Нептун перешел в знак Овна на ближайшие 14 лет. Плюс-минус. Он будет еще ерзать в Тельца, уходить, возвращаться обратно. Но опять же, это история, которая может привести вас либо к глобальному чему-то в вашей жизни, к глобальному переезду, к глобальному финансовому составляющему, к глобальному росту, озарению. И здесь у каждого, понимаете, свое зависит от персональной натальной карты. И да, с 11 марта включаются такие мощные аспекты на развитие у всех овнов. И здесь, конечно же, что вы сделаете для себя, потому что с 14 марта у нас Венера встает еще в квадратуру с Юпитером с 14 по 24 марта. Не просто так, это такой у нас импульсивный период, скажу я, потому что Венера будет идти по знаку Овна. И здесь, дорогие Овны, просто нужно таки понимать эту историю, что захочется тратить по прихотям с 14 по 24 марта, тратить по прихотям, пыль в глаза, свидания, гуляния, амбиции, но это будет вызывать у вас много противоречий. Из событий, которые будут в этот период, 19 марта у нас новолуние в Рыбах, опять же, да, эмоциональный период. 20 марта у нас включается астрономический Новый год. Если мы говорим по Гринвичу, это 14 часов 48 минут и 37 секунд. То есть смотрите каждый свой часовой пояс. То есть с этого времени начинают уже рождаться овны. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть если вы сейчас беременны, понимаете, что если вы позже этого времени рождаете ребеночка, тогда это уже Овен. Включается астрономический планетарный Новый год. И да, и буквально несколько часиков и заканчивает свое действие ретроградный Меркурий. В чем сложность ретроградного Меркурия? Что здесь начнут приходить осознание, озарение, вопросики, страхи, переживания как раз-таки у всех овнов. То есть правильно ли вы провели этот месяц? Правильно ли вы договорились, расставили все пешки в шахматной партии так, как нужно, чтобы к концу марта получить тот результат, который вы хотите? Потому что здесь Лилит находится еще в период, в напряженном аспекте с Лилит, кармический узел, Марс. То есть все овны почувствуют вот эту такую стряску к 20 марту. Плюс-минус несколько дней. И опять же, на этот период накладывается Венера в квадратуре с Юпитером. Напряженный аспект противоречия, когда хочется тратить деньги в легкости, амбициозно, ярко, страстно. Страсть — другое качество овна, когда невозможно остановиться, да, по прихоти, и потом себя можно очень сильно жалеть, но вот как так, вот просто меня обманули, я думала, что это будет не так. Поэтому здесь, дорогие, на самом-то деле к 20 марту
у нас потрясающий мощный период, потому что Солнце в Овне в соединении с Нептуном, в соединении с Сатурном, еще Венера и Луна тоже в Овне. Это такой яркий, мощный период. И Солнце, находящееся в Овне, то есть все это скопление планет, в потрясающем приземленном Уране в Тельце и в масштабном глобальном Плутоне в Водолее, понимаете? То есть вот здесь начинается такое большое мощное развитие. Идете ли вы дальше вперед, так ярко, активно, амбициозно? Встречаете ли вы свой персональный Новый год, дорогие Овны, дерзко, с масштабом? Но как вы подходите к своему личному году? Ярко, интересно, красиво, либо скромно? Не скромничайте. Сколько уже можно скромничать? Этот март нужен для того, чтобы вы вышли наконец из своей скромности. Да, за свои масштабы, планы, проекты, яркость нужно платить цену. Это ответственность, это сила, это где-то не давать себе слабинку. Но при всем при этом нужно находить время для отдыха. Обязательно нужно все планировать. Вообще, в принципе, у Овнов на ближайшие 2 года начинается период большого плана. Есть у меня такое большое видео «Сатурн в Овне». Посмотрите, там рассказала, как на каждую декаду Овнов будет влиять эта планета. Для того, чтобы приобретать недвижимость, заводить семью, брать новую должность. У каждой декады свой персональный период. Но опять же, понимаете, а, движение вперед сейчас должно быть четко структурировано и спланировано. По-другому никак. Вот эта вот легкость, которая была, это все классно. Но когда у вас бизнес, когда у вас ответственность, люди, которые связаны с этим, они понимают легкость. Когда приходит эта легкость? Понимаете, о чем я говорю, да? Очень хочется всем в легкости, но пришло время, да, цели, желания, мечты, но они должны быть подкреплены ответственностью. И вот здесь с 20 марта начинается период такой большой, мощный, яркий и интересный. Он может начаться и раньше, он может начаться и в начале марта. Вот с 1-3 марта он может и начаться у всех овнов. Но вопрос, как скоро вы примете решение. С 20 марта решение уже не будет такого промедления, уже аспекты будут форсировать события, и вы просто будете понимать, что если вы сейчас вот это не сделаете, то поезд будет упущен, и будет такое, знаете, разочарование придет. Я все-таки за то, чтобы не приходило разочарование, поэтому я записываю всегда. Да, у меня вот такие длинные развернутые гороскопы, но когда мы понимаем, каких свеч, да, стоит эта игра, мы включаемся, либо выключаем эту игру и понимаем, зачем нам это вообще нужно. Да? Этот гороскоп для тех, кому это нужно, с 20 марта по конец месяца на самом-то деле очень яркий период. Если отойти от своих страхов, очень классные аспекты, по большей части они гармоничны. Лилит, которая 20 марта меняет свой знак, не знак, декаду, переходит из второй в третью декаду Стрельца, начинает влиять на Овна второй декады. Да, масштаб просто так не дается. Конечно, нужно разбить все свои страхи для того, чтобы масштаб был полным. Понимаете? Вот такой гороскоп, дорогие Овны, на этот месяц. Месяц обещает быть большим, мощным и сильным, если вы наконец-то примете свою внутреннюю силу. У меня по классике Овны набирают меньшее количество просмотров, но у меня есть такая теория, что Овны просто не дотягивают до своей силы. Включайтесь, мои дорогие, я вас очень люблю. Берите всю свою силу, переставайте страдать, переставайте ждать, надеяться на кого-то. Все, что вам нужно, уже есть в вас. Берите это и делайте, делайте, как вы это хотите. А все остальные подтягиваются. Вы первый знак зодиака в гороскопе. Вы тянете всех на себе. Вот такая карма по жизни. Сначала включаетесь вы, а потом все остальные. Хочется, чтобы кто-то что-то принес, и вот это вот все. Но нет, дорогие, сначала вы, и потом ваше окружение смотрит на вас и думает, как классно. Ну что, дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующем ролике. Пишите вопросы, если они у вас остались. Я в режиме свободного времени отвечу. Ну и увидимся в следующем видео. Пока-пока.